Ну что, доброе утро всем. Сегодня я пришла на свой официальный первый урок по дайвингу на Шри-Ланке, в Унаватуне. До этого у меня было 2 погружения, но даже немножко, получается, можно сказать, что 2,5, потому что я 2 раза погрузилась в Тринкомали, но за один день. И 1 раз погрузилась в Унаватуне, вот в этом же центре в декабре. И мне понравилось, как тут происходил процесс, и поэтому я серьезно подумала насчет того, чтобы получить уже официально лицензию по дайвингу. И так как сейчас, в общем, вся эта ситуация с карантином, нету туристов, и цены сейчас гораздо снижены, поэтому, в принципе, такой дорогостоящий сертификат по дайвингу, который позволяет погружаться до 18 метров, в общем-то, в любой точке мира, потому что без этого сертификата, по сути дела, вы можете только пробный урок взять. Вот. То есть этот сертификат позволяет погружаться, и он не дешевый. То есть, как правило, он стоит около $500. Вот. А сейчас цена снижена для того, чтобы местный бизнес мог хоть как-то выживать. В общем, и чтобы те люди, которые застряли на острове, тоже оказались в непростом положении, могли, в принципе, хоть как-то наслаждаться прелестями этого острова. То есть цены сейчас снижены. Вот, стоимость $325. Вот, это занятие длятся 3-4 дня. То есть посмотрим, как у нас будет получаться. И в день это на самом деле довольно много. Мне сказали по 4-5 часов. Причем, что первый день будет дольше, потому что он первый, там ознакомительный фильм, и, в общем, все эти дела. В общем, посмотрим. Я даже не знаю, как я смогу так долго справиться, но, может быть, это все пройдет легко. Покажу вам, как этот процесс будет происходить, то есть для всех тех, кому, может быть, было бы интересно получить сертификат по дайвингу. Вот, расскажу, как это можно сделать на Шри-Ланке. На Шри-Ланке я бы не сказала, что тут очень много каких-то интересных мест именно для опытных серфингов. В Унаватуне, когда я погружалась, там не было, например, такого красивого рифа, как я видела в Красном море, когда я просто плавала с маской и трубкой. В Тринкомали на Пиджин-Айленд однозначно стоит туда поехать. Там действительно очень интересно. Там вы можете увидеть черепах, акул. Ну, черепах иногда можно и на юге, на самом деле, увидеть. Но еще можно там увидеть акул и очень много разных рыб. Я немножко боюсь ланкийских специалистов с их менталитетом, что это должно быть take it easy. В общем, поэтому иногда они могут пренебрегать какими-то правилами, легче относиться к процессу. Поэтому такое ответственное дело, как дайвинг, для меня не было страшно этим заниматься именно на Шри-Ланке. Вот. Но я попробовала. Первый мой инструктор был, в общем, вот мой бывший парень, который был профессиональным инструктором. Вот, очень много лет, очень хорошим инструктором. То есть он очень внимательно мне вот, как бы рассказал, объяснил базу. Очень так хорошо, и это меня вообще, из-за этого у меня не было никакого страха, никакой паники, то есть первые погружения прошли очень хорошо, то есть потом тут уже он, в принципе, меня, когда я погружалась тут на юге, никак не курировал, он просто плавал рядом, и то есть я посмотрела то, как в этом центре отнеслись ко мне, то есть несмотря на то, что я уже погружалась, и я уже много чего знала, они все равно мне все это внимательно рассказали, объяснили. То есть очень так ответственно отнеслись к процессу. Мне это очень понравилось, потому что производит впечатление этот центр, что такого надежного центра и профессионального, такого внимательного подхода к процессу и к правилам безопасности. You wear exposure suits for warmth and to provide some protection from accidental stings, scrapes and cuts. Так, все, мне подмеряют оборудование, ласты подошли, маска подошла.
что ж, я только что посмотрела фильм. Это была не самая интересная часть в обучении. Это было почти 2 часа. Сейчас уже начнется кое-что более интересное. Это мой тренер Кишни. Я с ним погружалась первый раз в декабре. Сейчас у нас уже будет практика. То есть сейчас Вишня мне объяснит на берегу, как погружаться, объяснит все то, что я только что смотрела. И уже после этого мы сможем погрузиться уже на глубине. How much meters? Like we will go in the afternoon today? Afternoon we are going 9 meters. 9 meters. Сегодня будем погружаться на 9 метров. Итак, я получила инструктаж о том, как подготовить свое оборудование, проверить, все ли в порядке. Сейчас у нас коротенький перерывчик, и тогда мне объясняют, что мы сейчас будем делать вот на берегу, в океане пока мелко. Вот можно увидеть, как сейчас уже проводят урок, пока на берегу, где мелко. Вот, в общем, такой инструктаж я тоже сейчас буду проходить. Ну что, после занятий на мелководье, наконец-то пришло время отправиться на глубину. Сейчас будем погружаться от 6 до 9 метров. Ну, урок такой, конечно, отличается от того пробного раза, когда ты просто наслаждаешься тем, что ты плаваешь, что это очень много информации по правилам безопасности. То есть на уроке это такое, это уже серьезно, это уже не наслаждение плаванием, а именно такая серьезная, важная информация, которую обязательно нужно знать. Не очень это все интересно и легко запомнить, но это очень важно. В общем, все классно, очень хорошо рассказывает инструктор, то есть очень понятно, вот на английском языке, очень внимательно, в общем, все детали, в общем, я довольна. Наконец-то мы погрузились на глубине 9 метров. Море эмоций, мало рыб, не сильно хорошая видимость, но все же, конечно, да, тоже на глубине, когда это уже не просто урок с практикой и теорией, когда тоже конкретно ты плывешь, в общем, теперь эмоции просто море из-за просто этого ощущения. Thank you so much, Vishnu. It was so nice first lesson. Yeah, so I'm looking forward to next 2 lessons. Yeah. Доброе утро! Сегодня второе занятие по дайвингу. Сегодня оно будет не такое длинное, как вчера, уже меньше теории и больше практики. Ну что, итак, сегодня второй день. Мы уже прошли теоретическую часть, у нас уже было одно погружение. И сегодня впервые погрузилась до 16 метров. На самом деле я бы не сказала, что большая разница между 9 и 16 по ощущениям. Было море эмоций, просто невероятно. Сегодня первый день, когда было 16 метров. Эмоции море, сейчас будет второе погружение. В общем, класс. Действительно, ощущения просто потрясающие, невероятные. И сегодня было больше рыбы, отличная видимость. В общем, супер.
что, только что прошло второе погружение. Это сегодня уже, получается, в этот раз мы погрузились во второй раз еще до 17 метров. Я больше чувствую уверенность, больше можно плавать прямо среди рыбок, ближе подплывать к кораллам, больше чувствую, как нужно двигать ногами, телом для того, чтобы держать баланс. В общем, ощущения реально невероятные, невероятные ощущения. И я бы сказала, что если вы хотите заняться дайвингом, думаете об этом, но страшно, то вот по моему опыту страшно только первый раз. Особенно, когда ты читаешь все эти правила безопасности, когда тебе их рассказывают. То есть, я помню, что я когда прочитала вот эти все базовую информацию, когда тебе рассказывают, что если ты погрузишься и не будешь выравнивать правильное давление, может пойти кровь из ушей, из глаз, из всего, чего только можно, порвать можно легкие. В общем, после этой всей информации ты себя чувствуешь действительно испуганно. И первое занятие — это тебе действительно страшно погружаться вниз, тебе страшно, что ты сделаешь что-то неправильно. Самое главное — делать все очень медленно и расслабленно. Медленно и расслабленно, и не паниковать, потому что тоже, когда мне кажется, что самое сложное — это первый раз, потому что ты напугана тем, что должно быть все правильно и страшно, а вдруг я не пойму, как сделать правильно. Но после первого раза ты понимаешь, что это не так уж и сложно. Действительно, это не так уж и сложно. Главное не бояться. Именно страх все усложняет. Поэтому после первого раза, если вы пойдете дальше, это уже будут совершенно другие ощущения и море эмоций. Доброе утро! Сегодня третий день, третий урок по дайвингу и последний. Сегодня у нас будет одно погружение, и после него будет экзамен. И тогда я смогу получить свою лицензию по дайвингу, с возможностью погружаться до 18 метров, в общем-то, вот в любой точке мира. Так, ну что, сейчас состоялось погружение третье, на моем третьем уроке, третий день. Сегодня мы погружались до 18 метров. И сегодня каждый раз мы погружаемся в новом месте. И сегодня мы были просто в потрясающем месте. Это был такой коралловый риф, там, где было гораздо больше рыб, чем было до этого. В тех местах, в которые мы погружались ранее, было очень много рыб. То есть ты плывешь, и рыбы настолько естественно чувствуют себя рядом с тобой, что не просто плывут просто вот тут и прямо вокруг тебя перед лицом. И отлично себя чувствуют, никуда не уплывают, ты их можешь рассмотреть буквально каждую деталь. И сегодня я увидела осьминога. То есть я сначала даже не поняла, что это осьминог. Он плыл и потом быстро спрятался между кораллами. И
То есть вот можно было подплыть к нему довольно близко, рассмотреть, и когда ты подплываешь к нему ближе, он моментально меняет свой цвет, то есть из такого вот разных оттенков серого, темно-коричневый, такой бац, и сразу ты видишь только его глаза, которые такие посматривают на тебя. Боже, это невероятно. И сегодня еще кормила рыб моллюсками, то есть это был, мой инструктор нашел какой-то отломленный кусок моллюсков, и мы немножко постучали там, поскребли его, и сплылись рыбки и начали кушать. И то есть то, что даже ты держишь вот такой вот моллюск, он выглядит как коралл на самом деле. И эти рыбки, они сплываются и прямо перед тобой, и ты прям видишь, как там, ну вот тоже детально эти рыбы вот прямо перед тобой, и они кусают своими вот этими вот такими зубками интересными эти кораллы. В общем, эмоций просто море. Сегодня было просто обалденное суперское погружение. К сожалению, это ничего не получилось заснять. Снимали мы только на втором занятии. Вот. И, к сожалению, это только вот так вот на словах. Но эмоции просто море. И знаете, что вот это вот ощущение, я поняла, что вот что мне напоминает ощущение, когда ты плаваешь с аквалангом. Это мне напомнило мои детские сны. Вот в детстве мне очень часто снилось то, что, ну, я думаю, всем нам снились эти сны, когда мы летаем вот над городом. Я помню прекрасно, что это мне снилось, у меня не было крыльев, и я могла направлять, куда мне лететь, с помощью просто вот корпуса и ног. И тут то же самое. Я поняла, что вот это ощущение плавать с аквалангом под водой, это ощущение сравнимо, как будто бы ты действительно летишь, и ты направляешь свое тело вот куда тебе нужно лететь, просто корпусом и ногами. И это потрясающее чувство. Не двигаешь руками, ты просто как-то расслабляешься. И чем ты расслабленнее, тем эффективнее движение. И ощущение, что ты реально летишь. Ты летишь, а местные жители прямо вот проплывают, прямо вот перед тобой, вот так вот. Это невероятный опыт плавать с аквалангом. Я очень рада, что на Шри-Ланке, благодаря Шри-Ланке я смогла получить этот опыт. И очень советую это пережить. Что все, официально получила свою дайверскую книгу. Через пару дней я получу на почту свою лицензию от ПАДИ. Вот, в общем-то, уже у меня мои первые официальные 4 погружения. Ну, а вообще в целом у меня их было 7. То есть, первые 3 неофициальные. Вот. Да. Так что все, меня можно официально поздравить. И прям официально поздравить можно будет послезавтра.